Знаешь, что я нашел в первой же главе древнейшей истории, Лолошка? Твое имя! Это ведь не ты, правда? Так, что мы имеем? Огромное-преогромное спасибо от Пита, синего чувака из организации, угрозы Тадмавриэля, благодаря которому, кстати, напомню, я живой, а также очень крутое повторение того, как появились первые. Плюс достаточно подробное описание того, что такое вселенные, мультивселенные и параллельные реальности. Наконец-то. Да, предыдущая серия богата на информацию и события, но... А что делать с Тадмавриэлем-то? Ты погляди-ка, хочет живую временную ветку в личное пользование. Обалдеть запросы! Давайте смотреть, что можно с этим делать. И всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы падали и опять вставали. А потом опять падали и опять вставали. Короче, предыдущую серию тезисно можно описать так: дружба, угрозы, информация. Учитывая, что каждый из этих тезисов имеет достаточно ощутимый вес для истории, выделить определенный будет тяжко. Но, я напомню, запрос Тадмавриэля все еще жопа. Хочу временную ветку. Живую. Да ты чё, офигел? Пес. Якобы за эту помощь он мне даст такую информацию, которая мне и не снилась. Что за информацию? Почему я всю жизнь ношу такие очки? Знаете, я очень... Не так. Я очень-очень верю, что Тадмавриэль правда обладает невероятно секретной информацией, даже про Лолошку. Ведь напомню, он откуда-то знает про то, как фильтровать время, или знал, что конец времени вообще наступит. Как бы мне не хотелось оскорбить или там принизить, опустить Тадмавриэля, мне тяжело не признать. Свои знания он использует не как кретин. Напомню, в предыдущей серии мы попытались приехать в гараж к Лае и Вальдхару, но дверь почему-то не открывалась. Я подумал, наверное, надо подождать, и совершенно забыл. Мы же можем Прунус прописать. Сейчас обязательно все это сделаем, но перед этим давай-ка поедим. Поехали. Последнее докладываем, обязательно кушаем. Ненужное сразу выкидываем, спасибо, не понадобится. И да, само собой не забываем про гусыню, которая где-то ходит. Так, еще обязательно прокачаться. Ну-ка. Спасибо, спасибо. Блин, опыта у меня на самом деле прям мало. 7000. А еще здесь постоянно пробирается ржавчина. Капец. Эй, гусыня. О, привет. На-на-на, немножко покушай. Вот-вот-вот. Гусыня вкусно, это замечательно. Остальное не понадобится. И, наверное, сразу съедим. Черт. До сих пор губа побаливает. Ай. Быстро же с него слетел фасад вежливого аристократа. Стоило произнести буквально одну фразу, которая ему не понравилась, так на тебе! Я уже летаю по всему бункеру и шишки набиваю. Черт. Мало того, что он конченый ублюдок, так еще и совершенно неадекватный. Ну, ладно. Видимо, когда ты бессмертенно обладаешь такой неприлично огромной силой, это попросту неизбежно. Слишком много власти для одного существа. От этого совсем крыша едет. Он же буквально безумен. Стоп. Безумен. Вполне возможно, что это его единственное слабое место. То, насколько его разум затуманен собственной безграничной властью. Да, конечно, очень сложно поставить себя мысленно на место такого существа. Невозможно даже представить себе, что он думает и чувствует. Однако точно нужно постараться это сделать. Потому что это именно то, что могло бы дать нам какое-никакое преимущество. Надо срочно обсудить его предложение с Лаей и Вальдхаром. Тадмавриэль не сказал, когда вернется. А это значит, что вернуться он может в любой момент. Нам нужно быть готовым. Ага. Вот чертила, блин. Губу мне разбил. Как мне теперь кушать-то? И насчет покушать, кстати. Да, у меня остается 12 консерв, здесь 4. Запасы стремительно тают. Но ладно, пока что живем. Обязательно одеваемся. Прописываем Прунус. 145. 146. 147. Да, сейчас, Лолошка, подожди секунду. Сейчас. 150. Да, привет, Лая. Да, привет. Что-то с каждым разом все тяжелее становится. Ну ладно.
Возможно, это из-за того, что я теперь питаюсь как попало. Ах, ничто, конечно, не сравнится со столовой Синклита. Так, ладно, что это я? О чем я говорю? Про самое главное ты не спрашиваю. Тадмавриэль приходил? Да, приходил. О, вот оно как. Угу. Я, собственно, поэтому и здесь. Ладно. Так, и что же он сказал? Подожди. Давай, может быть, встретимся у Вальдхара в гараже через полчаса и там все обсудим. То есть, через 30 миллиметров? Чего? Сантиметров? Как это мило. Ты пытаешься освоить синклитовскую систему ради меня? Можешь не пытаться. Она не понадобится тебе. Отвязываться ты все равно не будешь. А я уже в любом случае привыкла подстраиваться под вас. Но все равно спасибо. Ладно, беги в гараж, я скоро буду. Ты серьезно, что ли? У тебя что, тренировка, блин, каждый час? Ну погоди тогда уж, сейчас мы сходим в этот гараж, там получается Вальдхар. Здесь написать ничего не можем, на всякий проверим тут. Ничего. Тогда Малус. Замечательно. Но я прежде чем поеду, наверное, все-таки заряжусь на все 100%, потому что я понимаю, мало ли мы куда-то пойдем, куда-то телепортируемся. Блин, мне все еще непривычно, что у меня скафандр не оранжевый, а зеленый. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь мы поменяем цвет, да, гусыня? Я пошел, если чё. Погода нормальная, по еде есть. В целом, наверное, больше ничего не понадобится. Ну, поехали. О, ну серьезно. Стоило только сказать, что погода нормальная. Ладно, в любом случае садимся. И аккуратненько, не ломая машину, едем. Эй, ребятушки, я к вам. Аккуратненько, если что, здесь. Я так понимаю, Лая уже, скорее всего, будет здесь. Постучать. Заходи, Ло, заходи. Угу. Здорово. Привет, а ты как понял, что это я? А кто же это еще может быть, а? Если меня вычислили сотрудники этой вашей организации, стучаться бы они точно не стали. Ну а как же Лая? Ну, у принцессы нет привычки стучаться. Она просто телепортируется посреди комнаты. Да, вот. Один раз даже неловкий моментик у нас произошел. Да, ладно, я понял. У сотрудников организации действительно есть с этим проблемы. Но они быстро учатся, кстати, если им все объяснить. Ты не сделал этого, да? Ло, ты серьезно? Зачем? Меня-то все устраивает. Какой кошмар, Вальдхар. Ты бы у Лаи спросил, устраивает ли ее хотя бы. Ну, блин, ну, когда ты вот так вот об этом говоришь... Ну да, что-то не подумал я как-то. Наверное, ты прав. Надо будет спросить. Да, уж, пожалуйста, сделай это. Кстати, а Лая еще не приходила? Нет, не приходила. Ага. И это при том, что я еще и задержался. Значит, моя теория оказалась неверна. Че? Какая? Короче, слушай, я не знаю, сколько нам с тобой придется ее ждать. Ну, здравствуй. Опа! Привет, радость моя. Понятно. Слушай, все в сборе, да? Давай уже выкладывай. Что там тебе сказал Тадмавриэль? В смысле? Этот говнюк в итоге приходил в бункер, что ли? А ты мне еще что-то про стук в дверь затираешь, ты погляди. Тихо, успокойся, Вальдхар. Если честно, мне просто лень 2 раза одно и то же рассказывать. Да, конечно. Блин, ты иногда вредный такой, знаешь, это просто... Может, ладно, начнем? давай рассказывай уже. Так, а почему я могу еще и выбрать, что рассказать? Рассказать все как было, рассказать о том, что сказал Тадмавриэль, но не рассказывать о драке, типа то, как меня избили. Рассказать только о предложении Тадмавриэля, не упоминая ни о драке, ни о словесных угрозах. Вот на самом деле, если бы сейчас здесь была только Лая, я бы, наверное, все рассказал. А учитывая, что передо мной Тадмавриэль... О, господи, Вальдхар, который явно вспылит, наверное, мне о драке не надо рассказывать. И вот о угрозах можно, а вот о драке не надо. Типа, главное, что мы все понимаем, Тадмавриэль будет и дальше угрожать, и с этим нужно что-то делать. Поэтому драки, короче, не было. Итак, Тадмавриэль готов предоставить необходимую нам информацию в обмен на... собственную живую ветку. Да это... Что, Вальдхар? Ты хочешь сказать, тебе это было не очевидно? Да, короче, продолжай.
Он сказал, что ему здесь скучно. Ну, естественно, он по сути всю власть потерял. Самую главную его власть над живыми существами. Способность управлять предметами или природой его интересует лишь опосредованно. Поэтому от его всемогущества в пустом мире ему пользы почти никакой нет. Ему нужны жертвы. Классический случай психопата. Ну, не знаю, можно ли назвать его классическим. В смысле? Ну, просто ни у одного психопата в истории ведь, наверное, никогда не было так много ресурсов, чтобы всецело предаваться своей психопатии в таких масштабах. Ну да, наверное, ты прав. А больше он ничего не сказал? Понятно, что мы действительно можем многое выиграть, если будем с ним сотрудничать. Или делать вид, что сотрудничаем. Мы ведь это уже обсудили, но... Хотелось бы понимать, во что мы действительно ввязываемся, Лол-ложка. Ну вот, с этим как раз проблемы. Он ничего конкретнее особо-то и не сказал. Только то, что он хочет себе одну живую ветку в безраздельное пользование. Вот как. И да, что готов за это предоставить нужную нам информацию. Так а где гарантии, что этот ушлепок не рассуждает точно так же, как и мы? Мы будем делать вид, что помогаем ему заполучить живую ветку, а он будет делать вид, что предоставляет правдивую информацию. Лая! Да, ты прав, Вальдхар. Информацию, предоставляемую Тадмавриэлем, нужно будет по возможности проверять. Либо, если ее невозможно проверить, не полагаться на нее в действительно опасных ситуациях. Я думала, это и так понятно. Ты же вроде уже согласился. Да ну, блин, ну, да конечно я согласился, да! Но скорее из безысходности, Лая, ты уж меня извини! Если эту информацию можно проверить в каких-то других источниках, почему бы не получать эту информацию сразу оттуда? И не связываться с Тадмавриэлем? Вальдхар, это не так работает. Мы не знаем того, чего мы не знаем. Другими словами, Тадмавриэль может сообщить нам нечто такое, о чем мы бы сами вообще не подумали. Просто потому, что у нас нет никаких зацепок, которые как-то подводили бы к этой мысли. Ну, ладно, допустим. Ну вот, пример тебе. Тадмавриэль расскажет нам о том, как устроено оружие организации. Да-да, то самое оружие, которое служит для убийства бессмертных существ. Ну-ка. В организации доступ к такой информации есть только у высшего руководства и нескольких высокопоставленных сотрудников исследотдела. От них эту информацию мы точно никак не получим. А у нас самих слишком мало информации. Нет, они точно бесполезны. Чисто внешне невозможно определить, что там за субстанции содержатся в этих пулях. Но белое и белое, и что с того? Мало ли на свете белых субстанций. К тому же, самим что-то предпринимать, например, попробовать смешать ее с другими веществами, это может быть слишком опасно. Нет-нет-нет, не годится. Ага. И вот теперь конкретно на этом примере, Вальдхар. Если Тадмавриэль нам скажет, что это за субстанция такая, то мы сможем изучить всю информацию об этой субстанции, которую сможем найти в других источниках. Потому что уже будем знать, что именно нужно искать. И на практике проверить, действительно ли это та самая субстанция или нет. Ну, ладно, твоя взяла, конечно, но... Ну а как мы можем быть уверены, что он не предаст нас в любой момент? Не убьет, как только мы ему там надоедим? Блин, Ло, ты же прекрасно знаешь, до каких низостей может опуститься Тадмавриэль. Да, Вальдхар, я знаю это прекрасно. Поверь мне, я ни на секунду не забываю об этом. Да и... он не дает мне это забыть. О чем ты? Ну, когда мы разговаривали, он посчитал необходимым напомнить мне, что мы с ним не равны, а также, что мы не в том положении, чтобы диктовать ему условия. Понятно. Ну и напоследок пригрозил, что если я сделаю что-то, что ему не понравится, мне придется за это ответить. Да, классное получается сотрудничество. Ну все, Вальдхар. Не, ну а чё? Мы обязаны делать все, что он от нас хочет, иначе он нас просто прихлопнет как комаров, да? При этом информацию, которую он будет давать взамен, придется еще и перепроверять. Блин, возможно, вся она еще и кажется полной брехней. Ладно, Да все, не, ну, Ло, серьезно, что это за бред-то? Да, ты снова прав, Вальдхар. Блин, черт, я ведь снова начинаю сомневаться.
Бляха-муха, ребята, ну шо, там я уже не помню, что я говорил, чтобы вас как-то вразумить. Высказаться однозначно в пользу сотрудничества. Высказаться в пользу сотрудничества, если условия будут более ясно оговорены. Во, сомневаться. Более ясно оговорены, вот, да. Слушайте, ребят, я вас полностью понимаю. И все же, Тадмавриэль признал, что ему нужна помощь. И скорее всего, ну правда, скорее всего это не ложь. Я думаю, он уже пытался, и не один раз, заполучить живую ветку в свое владение. Ведь Но правда. у него не получилось. Я напомню, ребят, он противостоял сам себе. Очевидно же, что такое противостояние закончится ничем. Два Тадмавриэля не смогут убить друг друга. Блин, да, я вот забыл об этом. Однако, если кто-то поможет Тадмавриэлю из этой ветки, возможно, эта лишняя крупица силы, направленная против другого Тадмавриэля, позволит этому Тадмавриэлю победить. Ну, это логично все звучит. Вот зачем мы ему нужны, кстати, да, возможно. Да-да-да, я так и представляю себе отца. Так что у нас есть все основания полагать, что Тадмавриэль от нас действительно зависит. И других вариантов у него нет. В этой ветке же больше никого не осталось. К тому же, где он найдет себе помощь лучше, чем двое первых? И при этом бывшую сотрудницу организации. Ну, короче, вы меня поняли. Он до сих пор нас не убил и не убьет, пока мы не поможем ему добиться своего. И, кстати, насчет этого мы не поможем. Мы будем помогать, но только до определенного момента. Как только мы почувствуем себя в опасности, мы сдадим его организации. Да, именно. Но единственное, мы должны очень четко проговорить условия нашего сотрудничества. Да-да-да, ты прав. Пока что он толком ничего нам не сказал. Он готов предоставлять информацию, но в каких количествах? На любые ли темы? Короче, Вальдхар, я согласна с Лолошкой. Нужно выяснить конкретные условия. Можно еще поторговаться, например, выбить для нас более благоприятный сценарий. И тогда уже можно будет согласиться. Так а чё, если мы не успеем, и он убьет нас быстрее? Нетушки. Я просто не понимаю, как вы не видите? Здесь же явно какой-то подвох. Наверняка он пытается заманить нас в какую-нибудь ловушку, чтобы потом питаться нашими силами. Да, Вальдхар, мы от этого действительно не застрахованы. Так? Ну, есть риски. Но напомню, мы будем предельно осторожны. Если станет понятно, что что-то идет не так, мы могли бы попробовать снова установить завесу. Завесу? Ну, я не уверен, но скорее всего завеса есть во всех ветках, правильно? Это можно, кстати, проверить. Если это так, значит мы тогда создали завесу, сами того не понимая, одновременно во всех ветках. Теперь понимаешь? Я тогда вообще ничего ни про какие ветки не слышал. И Грасса ничего такого не говорил. Значит, возможно ли, что силы двух первых будет достаточно, чтобы снова запечатать одну единственную ветку? Разве нет? Думаю, это возможно, да. Какая к черту завеса? О чем ты говоришь? Он слишком опасен, Лолошка. Если что-то пойдет не так, его нужно будет сдать организации. И они его просто прикончат. Так будет гораздо спокойнее. Принцесска-то наша продолжает жестить. Да. Хотя, если честно, я скорее с Лаей соглашусь. Вот. Я был бы просто счастлив увидеть, как убивают Тадмавриэля. Ну, вот смотрите, получается у нас как минимум один рабочий план по избавлению от отца, и один непроверенный, но вполне вероятный. Значит, что? Мы готовы с ним сотрудничать? Да. Вальдхар, мы готовы сотрудничать? Да, на наших условиях. Нет, я боюсь, на наших не получится. Но да, хорошо. Окончательное решение мы примем после того, как обговорим подробно условия. Так, и что же мы предложим ему? Каким образом мы якобы будем помогать ему? Да, я, кстати, тоже думаю. Вряд ли у нас получится убить Тадмавриэля из другой ветки. О, стоп. А что, если мы просто поменяем их местами? Заманим другого Тадмавриэля в ловушку, переправим в эту ветку, вы ее запечатываете, а этот Тадмавриэль спокойно сможет быть там, в живой ветке. Обалдеть! Принцесса, ты такая умная! Лая, а план-то действительно отличный. Но выполнять мы его, конечно, не будем. Предложим Тадмавриэлю, я думаю, ему точно понравится. Ну давай, теперь твоя работа. Плодотворно провести переговоры с Тадмавриэлем. Сможешь? Ну я постараюсь. Угу. Слушайте, если что, я не знаю, когда он придет, поэтому я просто постараюсь из бункера особо не выходить. Хорошо.
Приходи, как только что-то выяснится. Да блин, ну... А я уж думал предложить ей прогуляться под звездами. Хотя, я не уверен, что там сейчас ночь, правда? Понимаю это чувство. Ладно, Вальдхар, мне нужно вернуться в бункер. Тадмавриэль может появиться в любой момент. Да, Ло, я понимаю. Все-таки тяжело мне с этим смириться. Эх. Ну, да, видимо, придется. Пока. До скорого. Давай. Ну, конечно, куда без миски? Куда эти маленький? Обгоревший Мишка. Ты бы его, не знаю, почистил. Или там гарь никак уже не смыть, не убрать. Ладно, на самом деле мы прям хорошо поговорили. И то, как мы завлечем Тадмавриэля, это годится. Еще раз, что мы придумали? Заманим другого Тадмавриэля в ловушку, переправим в эту ветку, вы ее запечатаете, а наш Тадмавриэль спокойно сможет существовать в той, живой. Опять же, на всякий случай, для невнимательных зрителей, это то, что мы предложим, а не то, что мы сделаем. И вот на этих условиях с Тадмавриэлем уже можно будет как-то торговаться. Ну ладно, сейчас нам, получается, нужно до дома, наверное, да? Слушайте, я бы, честно говоря, по Блумголе немножко порыскал, походил. Мало ли здесь спавнятся какие-то новые предметы, которые я раньше не находил. Например, вот, сразу железо, сталь. Да, смотри, оно как будто заново иногда появляется. Типа, Лолошка в закрома залазит куда-то вот туда поглубже и находит. Но тут что-то уже больше ничего нет. Шерсть. А, стоп, пластина, это мы точно берем. Железо, как говорится, экономим. О, а вот это прям супер круто. Да, я бы нашел побольше еды. Еще, спасибо. Так, по-моему, кстати, кубок я могу переделывать в золото. Да, с помощью молотка, поэтому тоже берем. Ну и ладно, все, поехали. Меня прям телепортировали, спасибо. Обязательно ставим костюм на зарядку, хотя он и так в целом был заряжен. Так, и Это что, Тадмавриэль? Хотя было бы странно. Вряд ли бы он стал стучаться. Это правда. Так, давай сначала вот здесь попробуем. Угу. Ладненько, тогда, наверное, нужно выйти. Одеваемся. О, Лолошка, привет. Привет, Малецкий. Ты заходи. Да, заходи. Слушай, блин, подожди, А что мы вообще с Малецким в последний раз обсуждали? Он меня отчитал за то, что я использовал слайма-ложку, да? Ну что, как у тебя дела? Как продвигается задача по поиску Тадмавриэля? Да так, знаешь, я решил все-таки побольше почитать. Угу. Так ты же хотел подойти к делу более там практически, не? Да. И изучение пространственного ландшафта помогло. Но вот затем я зашел в тупик. Надеюсь найти какие-то зацепки в истории Архея. Угу. Ну хорошо. Слушай, я теперь не очень понимаю, как с тобой разговаривать. После того, как ты меня решил вот обмануть. Да нет же, Каспар, я не тебя обмануть хотел, я... организацию. Бла-бла-бла, не тебя, конечно. Да что? Ко мне ведь кто угодно мог заглянуть, ты же понимаешь. Ты что, забыл? У меня в бункере уже 6 или 7 сотрудников ваших побывало. На, и ты хочешь сказать, что потом бы мне все рассказал? Если бы я сам тебя не поймал, да? Ну... соврать? Конечно рассказал бы. Именно это я и собирался сделать, Малецкий. Не уверен, что верю тебе, Лолошка. Да, таким поступком ты, конечно, подорвал мое доверие. Надеюсь, ты сможешь заслужить его обратно, честно говоря. Потому что я бы очень не хотел терять такого друга. Я бы тоже не хотел, Каспар. Я постараюсь снова заслужить твое доверие. Ну постарайся уж. Я, кстати, пришел, чтобы тебе одну вещь сказать. На меня в Синклите уже начинают давить из-за того, что ты почти не продвинулся в поисках Тадмавриэля. Ты давай уже там грозятся целую команду тебе в помощь прислать, если дело не ускорится. Я попросил дать тебе еще пару десятков километров хотя бы, и пообещал, что помогу, прослежу. Типа, дело там под моим контролем. Ну, чтоб, короче, от тебя отстали. Погоди, а разве не нам обоим поручили это задание? Ну да, обоим. Но мне-то пришлось всю ответственность взять на себя, чтобы от нас отстали. К тому же у тебя это единственная задача. А у меня еще помимо этого куча другой работы. Я понял. Ну тогда да, Каспар, спасибо за помощь. Да не за что. Не понимаю, почему я это делаю вообще. Ладно. Я решил, кстати, тоже немного войти в курс дела, раз уж ответственность взял на себя. Взял вот в архиве Синклита историю мира Кси-01 Сет Фета 51 А Эпсилон 72 Фи 9 Тет и стал читать.
И представляешь, знаешь, что я нашел в первой же главе древнейшей истории, Лолошка? Твое имя! Там упоминается некий Лолошка. Оказывается, он был другом Играселя, сына Тадмавриэля. Это ведь не ты, правда? Да нет, конечно. Как это могу быть я? Я тоже, кстати, это прочитал и удивился. Хотя, мало ли лолошек по разным мирам и веткам раскидано, правда? Ну да, наверное, ты прав. Но может ли быть, что ты просто об этом не помнишь, а? Ты ведь говорил мне, что многое забыл из своей предыдущей жизни. Ну, не знаю, Малецкий. Может быть, ты и прав. Но это нельзя никак проверить, ведь правда? Видимо, ты прав. Ну, ладно, пойду я тогда. Уж очень любопытно было, поэтому вот сразу решил спросить. Но а так у меня еще куча дел. А ты давай, за работу, иначе мне еще прилетит опять. Окей, Кацпер, я тогда постараюсь предоставить какие-то результаты в ближайшие... километры? Угу. Постарайся и будь добр. Только этого не хватало. Нужно любыми способами отсрочить участие других сотрудников организации в моем задании. Значит, надо все-таки им что-то предоставить. Так, ладно, сейчас как раз подходящий для этого момент. Мне нужно сидеть в бункере и просто ждать появления Тадмавриэля. Значит, начну читать библиотечные книжки. Вполне возможно, что-нибудь там да найду. Если не по-настоящему полезное, то хотя бы такое, что можно будет показать организации. В качестве, ну, типа, результата моей работы. А еще, пожалуй, хорошо бы запросить материалы из архива Синклита, как это делал Малецкий. Почему он реально мне принес книги из библиотек Архея? Ведь наверняка же информация, хранящаяся в Синклите, гораздо достовернее. Хотя, может быть, Малецкий этого не понимает, он же просто штурмовик. Если же они пришлют что-то из архива организации, я наконец смогу проверить версию историю Архея, рассказанную Тадмавриэлем. Ну, или во всяком случае проверить достоверность информации, которой располагает организация. Вау. Ну, кстати, да, помните, я еще об этом говорил, типа, они принесли мне какие книги? Типа, из самой организации, из архива, или же где-то из этого города? Типа, из самого Архея. Как оказывается, моя догадка о том, что это все из Архея, была наполовину верной. Потому что я верил, что здесь что-то все-таки из Синклита. Но нет, из Синклита здесь ничего. Взял в архиве книгу и стал читать. И знаешь, что я нашел в первой же главе? Твое имя. Там упоминается некий Лолошка. Он был другом Играселя, сына Тадмавриэля. Да, сильно. Но, судя по всему, в этих книжках это тоже написано. Потому что, ну, почему бы это не должно было быть написано, да? Лолошка явно статная фигура здесь. Если смотреть по сезону Сердца Вселенной, то мы явно заложили туда огромный пласт истории. И про меня еще долгое время прям помнили. Короче, мы теперь знаем, что сказать Тадмавриэлю. Мы будем вытягивать из него информацию, якобы по чуть-чуть помогать. Но при всем при этом надо также оттягивать задания организации. Потому что Тадмавриэля сдавать пока нельзя. Черт возьми, а я еще и Малецкий вру. А он так говорит, типа, надеюсь, ты мне не врешь. А я, блин, реально вру. Я ему прям просто на каждом слове только так вру. Это жесть какая. Ладно, посмотрим, что будет дальше. На этом буду постепенно заканчивать. У меня ощущение, что вот все держится на каком-то тонком льду. Мы пытаемся контролировать все, чтобы никто ничего не заметил, никто там не заподозрил. И этот лед скоро треснет. Вот реально треснет. Если говорить проще, я уверен, скоро жопа. Но на этом мы действительно заканчиваем. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться. Я правда надеюсь, что вы не пропустите эту просьбу мимо ушей, как бы она вас, наверное, не задолбала, но все-таки это клик, а я всего лишь напоминаю, и все зависит действительно только от вас. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... черт возьми, тонкий лед, как будто скоро вот-вот треснет, а также понимание, что говорить Тадмавриэлю. Всем удачи, всем пока, пока.